Здравствуйте, дорогие мои зрители! Начинаю свое видео с готовки, точнее завтрака. На завтрак сегодня я буду делать оладушки. Вчера я делала тесто для пиццы, готовила саму пиццу. Это новый рецепт, который я попробовала. Тесто получилось хорошее, вкусное для пиццы. Оно отстоялось у меня всю ночь в холодильнике. Так и надо было по рецепту. Но сегодня я решила пиццу не готовить, а попробовать сделать из этого теста оладушки. Правда, оно было без сахара, само тесто, но на удивление дети мои все съели, им понравилось, поэтому я прям израсходовала все вот это тесто, у меня ничего не осталось, и вот так вот мы позавтракали. Первая партия оладушек у меня получилась более такая зажаристая, стоит только немножко куда-то отлучиться, и такой вот результат. Ну, дальше я уже была рядом со сковородкой, поэтому вторая партия оладьев у меня уже получилась получше. У нас сегодня такая хорошая погода, поэтому я буду и готовить, и убираться, и продолжать буду мыть сегодня окна. Хочу промыть окно у сына в спальне, там сделать такую генеральную уборку. Сегодня я буду готовить сочники. К мягкому сливочному маслу добавляю сахар и вот так вот вилочкой перетираю. Затем вбиваю одно яйцо, все перемешиваю, добавлю еще щепотку соли, сметану и затем буду постепенно добавлять муку. Хоть сейчас у нас и жарко, но хочется какой-то домашней выпечки, прям уже соскучилась. Кто смотрит меня давно знает, что я часто готовлю, пеку, прям не могу без этого. И даже вот в жару решила что-нибудь приготовить вкусненькое. К муке я добавила разрыхлитель, и вот так вот все перемешала и добавляю постепенно в тесто, замешиваю тесто, но его долго месить не надо, чтобы тесто получилось, сами сочники получились такие вот вкусные, нежные. Отправляю тесто, собрала его в такой комок, отправляю в холодильник примерно на 20 минут. Сейчас немножко убралась на столешке и буду готовить начинку для сочников. Это будет у меня творог, перетертый вместе с сахаром. Сюда я также добавлю белок от яйца и немножко муки. Прошло примерно 20 минут, я достала тесто и буду сейчас формировать сами сочники. Делю на 13 частей, получится 13 таких больших у меня сочников. Раскатываю скалкой и в середину кладу начинку из творога. Немножко потом заворачиваю и все, сочник готов. Потом уже сверху я просто смажу их одним желтком и добавлю туда немножко молока. Агния у меня не столько ела сами сочники, как приготовила, а пыталась поесть вот именно сырое тесто. Ну, прям не любит она его. А вот уже как что-то приготовлю, выпеку, то не особо она и ест. Сочники я сформировала. Теперь добавляю к одному желтку немного молока. И вот так вот сверху смазываю все сочники и сразу же отправляю в духовку. Все, сочники мои приготовились, они получились такие очень нежные, вкусные. Готовлю уже не первый раз по этому рецепту, поэтому рецепт проверенный. Сейчас я займусь заготовкой на зиму щавля, готовлю и заготавливаю его по чуть-чуть, потому что этот щавель вырос у меня на моей грядке, я даже не знала, что на него нападает тля, только вот сейчас уже увидела, что надо было щавель тоже обработать специальным средством от тли, таким же, наверное, как я и розы обрабатываю, но уже буду знать в следующем году, буду обрабатывать, и у меня тут выйдет только одна баночка, поэтому я сейчас заготовлю. Щавель я нарезала, затем отправляю в простерилизованную банку, крышку также стерилизую и заливаю все просто кипятком и закатываю. Никакую соль не добавляю, хотя можно, конечно, и с солью. Ну, такой вариант мне тоже нравится. Дальше приступаю к уборке. Сейчас хочу разобрать вот эти куртки. Тут еще и даже зимние висят куртки. Хочу немножко их поубирать. Просто сложу в пакет, чтобы они тут не висели, потому что их очень много. Сейчас у нас в Икее появились такие пакеты для хранения одежды. Я уже себе присмотрела. Возможно, потом приобрету. Вроде бы как прочные и неплохие.
Пакет с вещами я убираю, сразу же перестирываю кое-какие куртки. И сейчас приступаю к уборке, пойду мыть окна. Сейчас я нахожусь у нас в тамбуре, здесь очень грязное окно, много мух, мошек. Я все убираю, вначале прохожусь просто тряпочкой, затем пройдусь со средством и также помою окно с улицы. Сейчас я нахожусь у сына в спальне, тут тоже надо промыть окно, постираю тюль с него, чтобы уже повесить тюль на чистое окно. И последний раз я здесь мыла окно, наверное, уже год назад, вот в августе будет год, как мы заселились в свой дом, и я перемывала все окна. Поэтому окно тоже очень грязное. Шторы я стирать не буду, так как они вешались уже гораздо позже. И пока не хочу заниматься ими, потому что планирую здесь тоже протереть пыль, сделать такую генеральную уборку, пройтись по всем уголкам, промыть хорошо очень пол и отодвинуть мебель. Тюль я отправила стираться в машину, поставила деликатную стирку и также помыла вот эту москитную сетку. Она у нас в принципе стоит круглый год, я ее не убираю даже зимой, поэтому она тоже очень грязная, пыльная, и ставлю ее на место. Также прохожусь по верху карниза, там очень много скапливается пыли, и буду дальше протирать пыль с поверхностей. Перед летними каникулами я здесь убиралась в столе, выбрасывала тетрадки, какие-то ненужные, бумагу, всю эту макулатуру пособирала, навела порядок. Кажется, только недавно это делала, а уже пол-лета пролетело, так быстро заканчиваются всегда летние каникулы. Конечно, очень жалко, что так быстро все проходит. Я еще даже не знаю, куда моя средняя дочка пойдет, в какую школу. Завтра вот иду к директору на прием по этому вопросу, а возьмут нас в эту школу, где учится сын, или не возьмут, пока что даже не знаю. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Прошлась я еще отдельной тряпочкой по всем углам, вот так вот на коленках промыла пол, и не только здесь в спальне,
вообще, можно сказать, во всем доме. И у меня на следующий день так разболелись колени, так даже было, ноги болели. Вот я чувствовала все свои суставы. И знаю, некоторые не пользуются шваброй, а моют пол именно вот так вот, по старинке или так по привычке, и по-другому никак не моют. Но я не знаю, как это возможно, потому что каждый день я бы так пол точно не смогла мыть. Ну, у меня, наверное, еще неделю ноги после этого болели. Мне нравится убираться у сына, потому что это самая чистая комната в доме. Тут никогда нет разбросанных игрушек, каких-то вещей. И это комната минималиста. У сына мало вещей каких-либо, и он все складывает на свое место. Поэтому здесь просто главное сделать влажную уборку. Сейчас я займусь приготовлением ужина. Чищу картофель. У меня будет сегодня картофельное пюре из молодой картошки. Картошку мы покупаем на рынке, так же, как и все овощи, потому что мало что у нас выросло. Грядки совсем небольшие. У меня сейчас только лук и вот горошек зеленый уже даже отходит. Дети просто так подходили к грядке, его ели, поэтому я его даже заготавливать не буду. Но обычно каждый год я молодой такой горошек замораживаю. И в качестве гарнира у меня будет пюре, а к картошке я еще приготовлю печеночные оладьи. Печень у меня куриная, я перебираю ее, отрезаю вот эти все прожилки и дальше буду перекручивать вместе с луком через мясорубку. Добавляю 2 яйца, соль, перец и муку. Смотрю по состоянию теста, муки добавляю довольно-таки много, потому что на куриной печени оладьи такие получаются более жидкие. Картофельное пюре я всегда взбиваю в конце миксером, добавляю сливочное масло, молоко, и часть картошки я просто не взбиваю, сразу откладываю для сына, потому что он у нас картофель ест только вот в таком виде, когда картошка целая. И печеночные оладьи у меня получились такие плосковатые, поэтому я добавляю немножко соды в тесто, перемешиваю, и оладьи получаются более такие пышные. Как раз достирала стиральная машина, я достаю тюль и сразу ее переглажу и буду вешать на окно. Видео мое подошло к концу. Всем пока, до новых встреч!